Здравствуйте, друзья! Стихия не знает отдыха, она обрушилась сразу на несколько континентов. Землетрясения, штормы, извержения и наводнения – все это происходит буквально каждый день. Природа будто сражается за свое место, разрушая, сметая и переписывая карту планеты. И сегодня мы посмотрим, как она делает это снова. В боливийском городе Эль-Альто военно-транспортный самолет С-130 «Херкулес» ВВС Боливии, следовавший из Санта-Крус-де-ла-Сьерра, потерпел крушение при заходе на посадку в международном аэропорту. В условиях крайне неблагоприятной погоды, сильного града и грозы воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и вылетело на оживленную городскую магистраль. Самолет протаранил около 15 автомобилей, после чего развалился и загорелся. В результате трагедии погибли по меньшей мере 22 человека. Еще более 37 получили ранения различной степени тяжести. Среди жертв оказались как члены экипажа, так и люди, находившиеся в момент удара в своих машинах. На борту находилось 18 тонн новых недавно напечатанных банкнот, предназначавшихся для Центрального банка Боливии. После разрушения фюзеляжа сотни тысяч купюр разлетелись по шоссе, что спровоцировало массовый хаос. Толпы очевидцев бросились собирать деньги, мешая работе спасателей и медиков. Чтобы предотвратить незаконное использование не введенных в оборот денег, власти, собранные на месте катастрофы банкноты, публично уничтожили путем сожжения. Центральный банк объявил эти купюры недействительными. На данный момент район крушения оцеплен военными, специальная комиссия ведет расследование причин инцидента. Несколько регионов Марокко, период с 26 по 27 февраля, накрыли песчаные и полевые бури, вызванные областью низкого давления над Атлантическим океаном. Национальное метеорологическое управление страны объявило оранжевый уровень опасности из-за штормового ветра, порывы которого в отдельных провинциях достигали 115 км в час. Основной удар стихии пришелся на южные и центральные районы. Пострадали провинции Эль-Аюн, Будждур, Тарфая, Смара и Тантан. Видимость на дорогах упала практически до нуля. Полевая завеса привела к временной приостановке авиасообщения в аэропорту Эль-Аюна, а также вызвала перебои в подаче электроэнергии в регионе Сус-Масса из-за падения деревьев на линии электропередач. Спутниковые снимки зафиксировали гигантское облако пыли, которое, зародившись в Сахаре, пересекло территорию Марокко и начало движение в сторону Южной Европы. Власти призвали жителей пострадавших городов к максимальной осторожности и рекомендовали ограничить пребывание на улице из-за высокой концентрации мелкодисперсных частиц в воздухе. Юго-восток Бразилии пострадал от сильных тропических ливней. В прибрежном регионе штата Рио-де-Жанейро критическая ситуация сложилась в муниципалитете Риу-дас-Острос. Район Сида-де-Прайна практически полностью ушел под воду. Сильное наводнение парализовало жизнь города. Затопленными оказались сотни жилых домов, коммерческие объекты и ключевые транспортные артерии, связывающие побережье с внутренними районами штата. Уровень воды в низинных кварталах поднимался настолько стремительно, что многие жители были вынуждены спасаться на крышах своих домов, ожидая эвакуацию на лодках и вертолетах спасательных служб. В соседнем штате Минас-Джерайс проливные дожди спровоцировали серию масштабных оползней в горной местности. По официальным данным, общее число погибших в результате разгула стихии достигло 69 человек. Наиболее тяжелые потери зафиксированы в городах Жуис-де-Фора и Уба. Потоки грязи и камней буквально стерли с лица земли целые кварталы, расположенные на склонах холмов. В этих населенных пунктах объявлено чрезвычайное положение. Спасатели ведут круглосуточные поисково-спасательные работы в надежде найти выживших. Инфраструктура региона получила колоссальный ущерб. Разрушены мосты, размыты участки федеральных трасс, тысячи людей остались без электроснабжения и доступа к питьевой воде. Метеорологи предупреждают о сохранении высокого риска новых оползней. В деревне Галунг-Тулук, расположенной в провинции Западной Сулавеси в Индонезии, произошел разрушительный пожар, в результате которого практически полностью выгорел плотно застроенный жилой квартал. Пламя вспыхнуло в одном из деревянных строений в дневное время и из-за сильных порывов ветра и особенностей плотной застройки быстро перекинулось на соседние здания.
Огонь уничтожил по меньшей мере 30 жилых домов, оставив без крова десятки семей, которые были вынуждены в спешке покинуть свои жилища, спасая лишь предметы первой необходимости. При тушении пожара возникли сложности. Труднодоступность района для пожарной техники и отсутствие достаточного количества источников воды в непосредственной близости от очага возгорания заставило местных жителей совместно с волонтерами пытаться сдерживать стену огня подручными средствами. По предварительной версии следствия, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в неисправной электросети одного из домов или неосторожное обращение с бытовым газом. К вечеру субботы пожарным удалось локализовать пожар и предотвратить его распространение на остальную часть деревни. Власти округа организовали временный лагерь в местном общественном центре, где пострадавшим оказывается медицинская помощь и предоставляется горячее питание. В ночь на 27 февраля яркий метеор пролетел над префектурой Канагава и соседними регионами Канту в Японии. Болид двигался с высокой скоростью с востока на запад, завершив свой путь мощной вспышкой, которая на мгновение осветила ландшафт и облака. Очевидцы из Канагавы, Токио и Сидзуоки сообщали не только о визуальном эффекте, но и о глухом звуке, напоминающем отдаленный раскат грома, что свидетельствует о проникновении метеороида в нижние слои стратосферы. Астрономы подчеркивают, что подобные явления, хотя и выглядят пугающе, не представляют угрозы для населения, являясь ценным материалом для изучения состава малых небесных тел Солнечной системы. На филиппинском острове Лусон продолжается активность вулкана Майон. В течение последних суток активность гиганта в провинции Албай сопровождалась непрерывным вулканическим дрожанием и выбросами раскаленной лавы, которая продвинулась по юго-восточным склонам на расстояние более 3 километров от кратера. Над вершиной вулкана сформировался шлейф пепла, который под воздействием сезонных ветров начал оседать на близлежащие города Легаспи и Дарага, вызвав резкое ухудшение видимости и загрязнение источников питьевой воды. Власти расширили зону обязательной эвакуации, в результате чего число перемещенных лиц в центрах временного размещения превысило 30 тысяч человек. Ситуация осложнилась с ходом небольших лохаров, которые заблокировали несколько участков региональных дорог. Спасательные службы и армейские подразделения патрулируют границы закрытой зоны, чтобы предотвратить возвращение местных фермеров к своим хозяйствам в радиусе 7 километров от кратера. Воздушное пространство над Албаем остается закрытым, так как высокая концентрация абразивных частиц пепла в атмосфере представляет серьезную угрозу для двигателей самолетов. Вулканологи предупреждают, что текущее состояние купола Майона указывает на высокую вероятность еще более мощного извержения в ближайшие 48 часов, в связи с чем в регионе сохраняется наивысший уровень готовности экстренных служб. В юго-западном департаменте Нариньо в Колумбии массивный каменный валун весом в несколько тонн сорвался со склона горы и рухнул на проезжую часть трассы, связывающей город Пасто с прибрежными районами и границей Эквадора. Инцидент случился в условиях повышенной влажности после затяжных тропических ливней, которые подмыли грунт и дестабилизировали скальную породу в горном массиве Анд. По счастливой случайности, в момент падения камня в непосредственной близости не оказалось легковых автомобилей. Основной удар пришелся на дорожное полотно и защитные ограждения. Движение по магистрали оказалось заблокировано в обоих направлениях. Из-за огромного размера валуна его уборка потребовала применения тяжелой инженерной техники и контролируемых подрывных работ для дробления камня на части. Власти департамента Нариньо предупредили водителей о сохранении высокой опасности новых камнепадов и оползней на данном участке, призвав использовать альтернативные маршруты до полного завершения работ по укреплению склона. Специалисты подчеркивают, что геологическая нестабильность в этом районе усиливается в периоды интенсивных осадков и требует постоянного мониторинга состояния придорожных скал для обеспечения безопасности участников движения.
В провинции Самут-Пракан, расположенной к югу от Бангкока в устье реки Чао-Прайя, было зафиксировано редкое и разрушительное для данного региона природное явление – мощный торнадо. Торнадо образовался во второй половине дня на фоне резкого ухудшения погодных условий и прохождения грозового фронта над побережьем Сиамского залива. Гигантская воронка за считанные минуты прошла через жилые кварталы и промышленные зоны, нанеся значительный материальный ущерб. Сильный ветер сорвал крыши с домов, вырвал с корнем деревья и повалил опоры линий электропередач, что привело к масштабным отключениям электричества в нескольких районах провинции. По предварительным данным, несколько человек получили травмы от разлетающихся обломков, однако сообщений о погибших на данный момент не поступало. Метеорологический департамент Таиланда отметил, что возникновение торнадо такой силы в Самут-Пракане является аномальным для этого времени года и связано с резким температурным контрастом между перегретыми приземными слоями воздуха и холодным фронтом в верхних слоях атмосферы. В столице Эквадора, городе Кито, разразился мощный шторм, сопровождавшийся аномально интенсивным градом и ливневыми осадками. Основной удар стихии пришелся на северные и центральные районы мегаполиса, где за считанные минуты улицы покрылись плотным белым слоем ледяных градин, местами достигавшим высоты 10-15 сантиметров. Из-за скопления льда и мусора ливневая система города оказалась перегружена, что вызвало мгновенные подтопления на дорогах, а также привело к образованию глубоких луж в туннелях и на низинных участках дорог. Движение общественного транспорта оказалось парализовано на несколько часов. Видимость на дорогах из-за пелены дождя и тумана упала до минимальных значений, спровоцировав десятки мелких ДТП. Корпус пожарных Кито выезжал десятки раз на вызовы, связанные с обрушением легких навесов, затоплением подвальных помещений и падением ветвей деревьев на линии электропередач. В горных районах города потоки воды и града вызвали сход грязевых масс, заблокировав проезд. В результате разгула стихии человеческих жертв не зафиксировано, однако население призвали сохранять бдительность, так как нестабильная погода в высокогорьях Анд сохраняется. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.